Привет, ребята! Всем доброго дня! Как мы уже обещали, сегодня мы покажем, как заделывать стыки на гипсокартоне. Ну а если точнее, мы покажем вам, как клеить серпянку на швы. Хочу сразу ответить на вопрос, зачем же нужна эта серпянка? Как и бумажная лента, серпянка нужна для повышения армирования шва. И для этого используется специальная шпатлевка, которая есть в каждой линейке уважающего себя производителя отделочных материалов. Итак, переходим теперь к самому главному шву. Смотрите, два листа с заводскими краями соприкасаются между собой. Здесь есть фаски, поэтому именно здесь мы будем клеить серпянку. Серпянка с внутренней стороны липкая, поэтому легко приклеивается на шов. Главное клеить ее посередине. И ножом в конце отрезаем лишнее. Теперь берем шпатлевку для швов и маленьким шпателем просто намазываем шпатлевку на стык. Намазываем, не жалеем, можно побольше. Теперь я использую американку, можно взять просто шпатель пошире, берем и проводим его по стыку. Смотрите, что получается. Получается ровный шов. Шпатлевочки добавляем и стягиваем еще раз. Теперь лишнюю шпатлевку удаляем. Итак, серпянка приклеена. Естественно, нужно сделать это, как с остальными швами, 2 раза. Перед нами стык двух листов гипсокартона, без утоненной части. Поэтому берем нож и делаем кантик. Нож держим под углом 45 градусов. Можно чуть больше, чуть меньше. Главное, чтобы фаска была с двух сторон. Продолжаем. Прорезали, побили, чтобы пыль ушла, и обязательно загрунтовать. Ну а пока грунтовка будет высыхать, переходим к зарезанию другого шва. Теперь, как вы видите, перед нами другой шов. С одной стороны гипсокартон с утоненной частью, с другой без. Именно эту часть мы и будем зарезать. Также с помощью ножа. И, естественно, грунтуем. Шпатлюем этот шов. Самое главное, хорошо забить шпатлевочки вот в это вот отверстие, скажем так, посильнее. По пути можно зашпатлевать саморезы. Набили и сдираем. Еще раз.
получается примерно так. Самое главное, ребят, не забывайте, что такие швы и все остальные шпатлюются 2 раза. Ну что ж, начнем шпатлевать наш первый шов, не заводской. Самое главное, ребят, помните, используйте специальную шпатлевку для швов и по ходу забивайте саморезы. Поехали! Забили, стянули, и ничего сложного. Естественно, 2 раза. Ну и в завершение сегодняшнего выпуска самый сложный шов. Угол. Хочу сразу сказать, вне зависимости от того, каким краем, то есть заводским, не заводским, вы подошли к углу, здесь обязательно нужно клеить серпянку. И, как в моем варианте, я подошел не заводским краем. Чтобы не зарезать его, оставляйте небольшую щелку. Итак, клеим серпянку. Клеится она на обе стороны сразу. То есть, чтобы здесь была серпяночка и здесь была серпяночка. Наклеили, пригладили, лишнее отрезали. Теперь шпатлевка. Наносим ее на обе стороны шпателем и приглаживаем с одной стороны и с другой стороны. Хочу еще сказать, что для углов существует специальный угловой шпатель. И если кому-то удобно, можно работать им. Сначала одну сторону прижимаем, теперь другую. Примерно так. Ребят, не забудьте самое главное, что швы шпатлюются 2 раза. Кстати, угол возможно придется шпатлевать и 3-й раз. Обязательно перед тем, как это делать, возьмите шпатель и почистите риски и наплывы, которые у вас остались. Вот, в принципе, и все. Но я надеюсь, что вы не запутались во всем этом многообразии стыков и швов. Помните, что заделка швов является лишь первым этапом в малярных работах по гипсокартону. А на сегодня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их, пишите комментарии. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Пока. Привет, ребята! Всем доброго дня! Как мы уже обещали, сегодня мы покажем, как заделывать стыки на гипсокартоне. Ну а точнее, покажем, как клеить серпянку на швы. Хочу сразу ответить на вопрос, что же такое серпянка, зачем она нужна. Как бумажная лента, серпянка нужна для того, чтобы придать... Блин, что я не... Как тебе первый раз в настройке? В роли парня из камня. Бля, выключи, пожалуйста. Ты стесняешься? Да не, слава не загорать. Я не первый раз настройки хуйню несешь какую-то. Ну что ты делал на этой настройке? Много. Таскал мешки с мусором. Бля, выруби нахуй. И материал таскал. А сегодня ты стал полноправным членом парней из камня. Правда, маленьким?